Еще раз, дорогие друзья, вот сами знаете, что по ночам я обычно работаю. Вот представляете, это мне распечатанные девочки мои, которые набрали тексты. Вот представляете, такой толщинный папка. И это все просто в одну кучу свалено. Это еще не все, еще печатают, еще набирают тексты. Огромное спасибо. Вот сижу, перелистываю и понимаю, что это все мой труд. И причем же не весь труд, потому что это всего лишь то, что я выставила в интернете. И то, что позволено было всем смотреть, лицезреть, кому-то провести, кому-то нет. Но в любом случае, это все мой труд. Это все результат бессонных ночей. Вы знаете, что я не вовлекаю операторов, редакторов и прочее. Это все мое. Мной пройденный этап, мной пройденная дорога и заслуженный честный труд. Но тем, которые это распечатали, огромное спасибо. Спасибо, девочки, я очень тронута. Хочу еще раз вам это говорить, потому что я очень благодарный человек. Я вам обещаю, что за эти труды я вам покажу и подарю еще не один ритуал удачи и не один ритуал помощи в трудных ситуациях и не одну тему ясновидения, от которого так шарахаются определенные личности, ибо нечего показывать, да? Вот. Но я это сделаю, потому что вы знаете, я такой человек, если мне кто в жизни просто руку подал, когда я чуть не упала, я это буду помнить до конца жизни. И мне больше нравится дарить, чем принимать. Я просто так привыкла. Я считаю, что простым людям нужно помогать, и простым людям нужно идти навстречу. Понимаете? Учитывая их положение, учитывая то, что сейчас очень мало действительно поддерживающих их людей, и большее количество это те, которые норовят продать им, норовят им сунуть что-нибудь, норовят на их чувство вины, чувство тревоги, чувство боли заработать. Вот учитывая все эти факторы, я думаю, что должны быть уже люди, которые просто подарят, просто помогут, просто посоветуют. Не будут тратить деньги за каждый совет и за каждое сказанное слово, продавать всем какие-то пустые ритуалы, пустые лекции. Ну, оцените, друзья мои. Не оцените, что могу сказать. Ну, не обижусь на самом деле. Потому что это мой выбор. Я решила вам подарить, я решила быть для вас человеком. И поэтому, как говорится, пеняй на себя, да? Оцените, значит, спасибо вам. Не оцените, значит, я сама виновата, что слишком раскрыла душу. По-разному. Но я все-таки не думаю, что вот такое уважение, такое желание мне помочь, угодить, сделать мне приятное, с таким старанием все это напечатано. Причем люди полностью описывают ритуал, как, что. Не просто там взяли, напечатали сухо так, знаете, а полностью вот описание моего ритуала, как провести, какой алтарь нужен. Спасибо, девочки, правда, очень тронута. И поэтому я хочу сейчас с вами поговорить. Дело в том, что я уже говорила, что я уже боюсь вот какие-то идеи озвучить в моем форуме. Тут же своровали, тут же свистнули и какую-то хрень поставили, показали. Ну вот недели 2 назад мы хотели поговорить о домовых. Естественно, свистнули идею, выставили какую-то ахинею, какую-то чушь. И это уже не собачья чушь, это уже какая-то несусветная чушь. Вот. И я хочу все-таки... Почему я снимаю? Вы понимаете, не то, что я хочу сразу следом повториться, или у меня есть такая мысль сразу то же самое снимать. Вы прекрасно знаете, что я неисчерпаемый источник, и мне незачем на кого-то смотреть, чтобы узнать какую-то тему, чтобы какую-то тему придумать, чтобы что-то в голову пришло. Вы знаете, что у меня работа уникальная, и
Мне нет нужды за кем-то следовать. Мне единственное, просто понимаете, как я чувствую себя виноватой. У меня чувство вины из-за того, что когда вы попросили снятия домовых, я обещала, но не нашла время. И тут же прихватили эту идею, понимаете, и сняли чушь, сняли тупость, сняли не очень хорошие вещи, советы, как сущности дома сотворить, как определить каких-то сущностей, как этим сущностям чуть ли не кланяться, не знаю. Зачем сущности привлекать в дом? Вы умереть хотите? Вы хотите лишиться жизненной силы, подпитки, вы хотите, чтобы они вас сожрали, вы хотите получить онкологические заболевания и прочее вы хотите. Это к этому и приведет привлечение сущностей в дом, понимаете? Потом услышала такую абсурдную вещь, что в съемных квартирах не бывает домовых. Ой, боги, спасите меня от этого невежества, от этой тупости просто. Слышать не могу эту всю гнусь. Давайте-ка я вам объясню просто, кто такие домовые, что из себя представляют. Друзья мои, вообще испокон веков считалось, что домовой – это один из предков, который охраняет дом. С другой стороны, считалось, что это душа дома. Еще есть такая версия, что это хранитель, страж человека, который с ним переходит из дома в дом. И куда бы вы ни шли, съемная у вас квартира, или что эта сущность будет за вами идти, если она вас полюбила и оценила вас как человека, как человеческую душу, как натуру, да, как личность. Поэтому сказать 1000000% убежденностью, что кто такой домовой и кто он, кем он является, да, что из себя представляет, я бы не стала смело вот так утверждать. Я просто говорю, что есть определенные версии, разные. А вообще сказать, хранитель это стражник. Один из наших стражников, но в отличие от того стражника, который охраняет нашу жизнь везде, который нас сопровождает, который нам подсказывает и уберегает от опасностей, домовой – это тот, который хранит наше имущество, который охраняет наш дом от воров, от сломов, от всякого там, всякой скверны. Это домашний дух. Абсолютно не нужно никого подкармливать и посмотреть, как он к тебе относится, что он делает. Это все чувствуется сразу. Когда у вас ощущение тревоги. Вот вы прошли из зала на кухню, да, пока вы шли эту дорогу, у вас было настроение хорошее, вы куда-то собирались. Вы прошли на кухню, у вас какое-то угнетенное состояние духа, не хотите ничего. Вы прошли сквозь тех сущностей, которые у вас дома. Если они пришли незваные, да, эти сущности могут быть разные. Может кто-нибудь на вас сделать. Может быть, это квартира ведьмина. Например, вот в моей квартире, я думаю, после меня уже очень тяжело будет кому-то жить. Почему? Потому что здесь столько сущностей накоплено мной, и во время ритуалов призывно время от времени я очищаю пространство. Я их изгоняю отсюда, чтобы облегчить просто состояние. Но моя энергия, поймите, моя энергия это иная. Я могу противопоставить себя им. И в любом случае, даже я устаю иногда, я чувствую, меня выпивают, мне надо очистить лень. Ну вот берусь и делаю, да. А если человек будет подкармливать, делать какие-то ритуалы, вызывать какие-то сущности, я вас уверяю, что вы потом от них не избавитесь просто-напросто. И поэтому не нужно делать такие эксперименты, просто не нужно. Домовой любит чистоплотных хозяек. Если у вас дома все чисто, все аккуратно, поверьте, что этот домовой вас будет любить. Если у вас дома вещи пропадают, если у вас дома что-то разбивается, да, значит, он злится на вас. Тем более, если по ночам вы чувствуете ходьбу какие-то. Обычно домовой старается не пугать нас. Обычно домовой старается жить мирно с нами. Но знаете еще, где его место? Вот где у вас мусорное вот это ведерко, за ним, где обычно у вас совок, там веник. Веник всегда надо ставить вверх ножкой. Запомните, это всегда надо так делать, потому что благополучие, когда веник прям, на полу правильно стоит, то он сметает благополучие из дома. Поэтому веник старайтесь поставить на ножку. Это раз, это правило, очень, очень важное правило. Второе правило. Домовой обычно нас не пугает, они живут с нами мирно. Но если начинаются какие-то звуки, шорохи, значит, он чем-то недоволен. Поставьте ему молоко на стол. Просите его охранять дом. Говорите с ним как с реальной личностью, как бы говорили со своим другом,
там со своим близким человеком, даже имя дайте ему. Я, например, Кузей называю. Когда я выхожу из дома, говорю: Кузя, вот я выхожу, пока меня нет, ты здесь хозяин. Я прихожу и говорю: ты здесь хозяин, я к тебе снова пришла, прими меня и так далее. Бывают у нас с ним разговоры такие задушевные, веселые. Вот. Домовой оберегает имущество. Дорогие друзья, если домовой доволен хозяйкой, в вашем доме годами ничего не будет ни прорываться, не будет ни разбиваться, ни ломаться. Вы поверите, я уже сколько лет нахожусь, да, живу. У меня, наверное, 2 раза чашки, то у меня случайно разбились, из рук выскользнули. 1 раз я кипяток налила, не рассчитала. И 2-й раз как-то случайно. За столько лет, даже постучу 3 раза, он так оберегает мое имущество, мой дом, меня, вы не представляете. Хотя я особо сказать, что целыми сутками я обращаю на него внимание, что я часто забываю что-то оставлять, потому что я занятый человек. Но, видимо, он это чувствует, понимает. Если домовой начинает бушевать, если начинается что-то, какое-то движение, какие-то звуки, я понимаю, что в доме что-то не то. Значит, я слишком много сущностей сюда привела, своими ритуалами и прочим. Это же вызовы, да? Значит, я слишком много их притащила сюда. И он, значит, недоволен. Значит, он с ними не может поладить, не справляется. Помогаю своему домовому, очищаю дом. Ритуал очистки квартиры, дома, неважно, я вам уже давала. Когда вы уезжаете, переезжаете или купили новый дом, во-первых, когда вы живете в съемной квартире, например, если вы хотите свой дом, чтобы он получился, обещайте домовому забрать его. Скажите там: вот хозяин, батюшка домовой, или просто хозяин домовой, хозяюшка, как хотите. Это не столь важно. Давай, помоги мне купить новое жилье, я тебя обещаю забрать с собой. Берете веник, ваш веник обязательно забирайте, стучите, это не мной придумано, это древнерусская традиция. Стучите возле порога и говорите: садись на веник, хозяюшка, и со мной переезжай. Все, забрали домового. Раньше люди лихие говорили, что так забирали домового у людей. Если в доме нет домового, то в доме нет лада и покоя. Учтите это. Поэтому домового бояться не нужно. Наоборот, надо бояться, чтобы он не ушел от вас. Первый признак того, что он может обидеться, уйти, во-первых, ссоры, крики, постоянно ругань. Учтите, у таких людей домовые уходят. И начинается еще больше какой-то ужасающей вещи, там прорывает кран, там ломаются вещи, разбивается и так далее. То есть еще хуже, хлеще идет. Хозяйство идет на убой, потому что он охраняет хозяйство человека. Второй момент. Когда дома у вас что-то пропало, попросите его, скажите: хозяюшка, поиграл, положи на место. Уверяю вас, через пару минут вы найдете эту вещь. Он прям перед глазами лежал, как бы вы 100 раз прошли мимо. Ну где он? Ну вот он же. Ну не мог он здесь быть, потому что я 100 раз здесь была и не было этой вещи. А он тут лежит. Это 2. Следующий момент. Никогда не свистите дома. Говорят, денег не будет. Да денег не будет. Знаете почему? Потому что благополучие уйдет, домовой уйдет. Он обижается, когда свистят, его можно освистить из дома. И не позволяйте никому свистеть у вас дома. Чужим людям в том числе, или они у вас квартиранты, это уже ваше право. Не выкидывайте никогда семечки, мусор или что-либо через окно, тем более вечером, потому что возле окна стоит стражник, ваш хранитель вашего дома, вашего покоя. Если вы кидаете на него мусор, вы кидаете ему в лицо, он может обидеться, уйти и оставить вас без охраны, ваше имущество. Нельзя кидать никогда ничего через окно. Если через окно делаете какой-то ритуал, это другой вопрос. А когда вы кидаете оттуда мусор, вы попадаете в лицо своей охраны, своего стражника. Следующий момент. Никогда не давайте домовому карты, не слушайте всякую тупость. Карты – это очень опасная энергия. Если вы домовому даете карты или что-либо наподобие вот таких вот магических предметов, то он в карты может проиграть ваше имущество другим домовым. Есть такая примета. Вы знаете, раньше люди, например, шли возле леса и видели, что огромное количество животных просто убегало из одного леса в другой.
говорили, леший один проигрался другому и гонит животных в другой лес, как расплачивается, долг свой отдает. Это может выглядеть сказочно и смешно, но народ верил в это, и эти приметы действительно реально сбывались, они были не с воздуха придуманы. Еще вариант. Домовой не любит людей, которые к вам плохо относятся. Если человеку у вас некомфортно, плохо себя чувствует, учтите, у этого человека к вам нехорошие отношения. Если человек боится остаться один дома, а вы идете там за хлебом и так далее. У меня был такой опыт, я уже рассказывала, когда девочка просто-напросто, я не знаю, где она запасные ключи нашла, ее закрыла, пошла за хлебом. У меня еще снутри не закрывалось, другие были как бы замки. Она их нашла, эти запасные, я не помнила, где они. Она их нашла, открыла и стоит, меня ждет. И в итоге оказалось, она сказала, что, в общем, ее пугали, и она боялась, какие-то звуки, шорохи, душили ее, что-то такое. И оказалось, что действительно она могла навредить мне. Навредить в каком смысле? Ну, своими глупостями, собственно говоря, да. И этот дух, эта сила чувствовала, что он не тот. Домовой подружился с моим Пусей. Они очень хорошо ладят. Иногда Пуся уносит туда игрушки. Я чувствую, он уносит, ему показывает или отдает. Я вижу, что он с кем-то рычит на кухне, с кем-то разговаривает, знаете, по-собачьи. Мяу, мяу. Что-то он там говорит кому-то. То есть он общается, как со мной общается, он общается с какой-то силой. Вот, домовой его принял. Хотя то Пуси были и животные у меня, собаки, которых я хотела, но мне пришлось их раздать, потому что они болели. Один умер, непонятно почему, здоровый пес. Вот. Но после чистки человека я скинула с него смерть, и на следующий день у меня просто моя кавказская овчарка умерла, ее не стало. То есть не заладил он с этими животными. А вот этого Пуси он полюбил. Во-первых, потому что, наверное, он такой же взъерошенный, похожий на него. Во-вторых, он тихий, у него характер хороший. И в-третьих, потому что он делится с ним. Он ему приносит, отдает, куски там ему приносит, игрушки, играется. То есть домовому его нрав понравился. Хочу вам сказать, что я чувствую присутствие этого духа очень много лет здесь. И он меня принял, хотя вначале был очень агрессивен. Но я его смогла задобрить. Задобрите. Дорогие друзья, вам не нужно иметь, как бы сказать, воздействовать с другими духами, вам не нужно общаться с определенными силами. Никогда этого не делайте, это очень опасно. Потому что люди, которые вам это советуют, они плевать хотели на вас, на ваше духовное здоровье, на то, что с вами будет. Если вы начнете взаимодействовать со всякими сущностями, проверяя их, там, добрые они, злые и так далее, это может закончиться дуркой, это может закончиться сумасшедшим домом. Они могут проявиться, они могут показаться. Человеческая психика этого не выдерживает. Наше зрение закрыто от этого. И правильно, оно зашторено, закрыто, потому что мы не выдержим, мы не можем видеть их. Они даже если приходят к нам о чем-то предупредить или сказать, они принимают тот облик, который мы можем выдержать, который мы сможем посмотреть, увидеть и не сойти с ума, не упасть. То, что они приходят, там, как люди описывают, да, например, ангелы говорят, приходят там в обличии красивых людей, огненными волосами и прочее, так мы можем выдержать просто это обличие. Поэтому они принимают это обличие человеческое, чтобы для нас было привычно, чтобы мы более могли спокойно, без страха выслушать и общаться. И точно так же и домовые. Если мы их видим в каком-то таком обличии, такие взъерошенные какие-то комочки бегают туда-сюда, это не говорит о том, что они именно такие. Они могут огромные быть, они могут страшные облики иметь, понимаете? Они просто нас не пугают. Если они нас полюбили, мы это чувствуем. Я знаю, что люди, которые ко мне очень хорошо относятся, и время это доказало, приходя ко мне домой, говорили, что у них просто релакс, они так хорошо себя чувствуют, у них такое состояние успокоения, им спать хочется, отдохнуть и прочее. Это мои близкие друзья. И эти друзья доказали, что они действительно мне друзья. И он это понял. То есть домовой видит тот мусор астральный, который мы не видим. Он это все чувствует, понимаете? Если он злится дома, если он швыряет что-то, если он что-то переворачивает, значит, ему что-то не нравится. Главное, что я вам еще раз объясняю, ему не нравятся скандалы, крики, плаксивость. Ему не нравится грязный дом, когда дом не в порядке, да, не чистый. Ему не нравится, когда свистят дома.
он от таких громких звуков, от таких вот неправильного образа жизни, он уходит. А если он уходит, вместе с ним уходит благополучие и защита вашего дома. Учтите, это сила, которая оберегает ваш дом. Поэтому к нему обращайтесь уважительно. Я еще раз призываю, не нужно постоянно лезть в потусторонний мир, пытаться кого-то вызвать, кого-то призывать, с кем-то общаться. Это весьма глупые советы. Это весьма глупые советы людей, которые ничего не понимают в ведовстве. Не трогайте потусторонние. Потусторонние трогают люди силы, которые уже не раз доказали свое право туда лезть и с ними общаться или быть проводником между вами и этими силами. Но если вы хотите подружиться со своим домовым, еще раз говорю, общайтесь с ним просто, по-людски, по-дружески. И если домовой создает шорох, шум дома, значит, ему что-то не нравится. Поставьте ему молоко, поставьте ему булочки, все, что хотите. Он любит все. Какие-то игрушки, возьмите там какие-то такие шарики, пуговицы, все что угодно, в какую-нибудь маленькую такую емкость. Поставьте где-нибудь в таком месте, где никто не достанет, не заберет, и скажите там, это тебе подарок. Еще раз предупреждаю, карты домовым никогда не оставлять, как игрушки. Никогда домовым не отдавать свои личные вещи, как игрушки, потому что он вытянет с вас вот это благополучие, силу вашу личную. Никогда. Ему специально что-то покупайте или какие-то такие мелочи найдите дома и оставьте играть. Это другой вопрос. Но свое личное не отдавать, потому что это как-никак духи, это потусторонние силы. Всегда будьте уважительны, учитывайте его мнение. Если он кого-то гонит из вашей жизни, значит, этот кто-то не очень хороший человек, и он пытается его вытолкнуть с этого дома, зная наперед, что тот человек может причинить вам неудобство, боль или еще хлеще какие-то опасности от него исходят. Вот. Это дух дома, это ваш личный персональный охранник, ваш хозяин, ваш, как вам сказать, завхоз, который распоряжается вашим имуществом. Помните, да, шьет там мешки, ой-ой-ой, горе-горе, беда, да, угорчение. То есть пересчитывает все там ваши имущество, пересчитывает, что у вас сколько есть, и все это тщательно охраняет. И поэтому чем по-человечески, по-людски, по-дружески вы будете относиться к этой силе, тем больше пользы от него вам будет. Он будет просто зорко следить за вашим имуществом. Всего доброго.